Привет! Вы знали, что 22 апреля отмечают День Земли? Земля – это название нашей планеты. День Земли. Вот я, например, не знала, я только что прочитала об этом в интернете. Но я думаю, что это прекрасный повод, чтобы поговорить об экологии на русском языке. Это видео, во-первых, будет хорошей тренировкой аудирования для вас, а во-вторых, вы узнаете много новых слов. Все слова с переводом, а также полный текст видео с вопросами и заданиями будет в PDF-документе на Патреоне. Также там будет и аудиоверсия этого видео, так что вы сможете слушать ее как подкаст, когда вы гуляете, занимаетесь спортом, отдыхаете и так далее. Присоединяйтесь, ссылка на Patreon будет в комментариях. Ну а теперь давайте начнем. Экология сегодня это актуальная и модная тема. И понятно, что это глобальная проблема, но, вы знаете, мне не нравится говорить об этом теоретически. Давайте поговорим конкретно. Что можем сделать лично мы, что может сделать каждый из нас для планеты? Сегодня я расскажу вам, что делаю лично я. Я не эксперт, не эколог, но мне довольно интересна эта тема. Итак, что я делаю для окружающей среды? Окружающая среда – это все, что есть вокруг нас. Воздух, вода, леса, вся природа и так далее. Окружающая среда. Итак, что я делаю для окружающей среды? Во-первых, я сортирую мусор. Мусор – это все, что нам уже не нужно. Например, здесь была конфета, ее уже нет. Это мусор. Я сортирую мусор. Сортировать мусор. Что это значит? Вот пластик, вот бумага, вот стекло. И это называется раздельный сбор мусора. Раздельный сбор мусора. Если у вас в стране или у вас в городе организован раздельный сбор мусора, то, конечно, вы думаете, что сортировать мусор – это вообще не проблема. Это очень легко. Ну вот в России, к сожалению, раздельный сбор мусора организован не везде. В больших городах уже есть контейнеры для пластика, контейнеры для бумаги, но не везде. Вот, например, когда я жила в Москве, на станции метро Бауманская, и, кстати, это один из центральных районов, там у нас не было контейнеров для пластика или для бумаги, но мы с подругой решили сортировать мусор. Мы собирали пластик, стекло и бумагу в отдельные большие такие сумки. И примерно раз в неделю мы ездили на трамвае в специальное место, в пункт приема мусора. И должна сказать, что чтобы это делать, каждую неделю в выходной ездить с большими сумками мусора в специальное место на общественном транспорте, должна сказать, что для этого нужен энтузиазм. Поэтому, если раздельный сбор мусора организован, это легко, но если нет, это труднее. Мой пакет с пластиком – это, возможно, капля в море, но я чувствовала, что я делаю важное дело. Второе, что я делаю, я обращаю внимание на упаковку. Когда я начала сортировать мусор, я заметила, как много пластика мы используем из-за ненужной упаковки. Ну вот, например, не знаю, как у вас в магазинах, а у нас часто в супермаркетах
можно увидеть фрукты и овощи просто так, когда вы можете взять сами, сколько вам нужно, а есть уже упакованные фрукты и овощи. Вот, например, там 6 яблок, и они уже упакованы. И если у меня есть выбор, я выбираю фрукты и овощи без упаковки. И, кстати, я использую вот такие мешочки для овощей и фруктов. Думаю, что сейчас их можно купить везде, их можно мыть, использовать много раз. Но даже если я забываю их дома, я просто не использую вот эти маленькие пластиковые пакетики из супермаркета, потому что, во-первых, зачем они нужны? Я просто беру фрукты или овощи и кладу их в корзину. Нет никаких проблем. Ну а во-вторых, вот эти маленькие тонкие пакетики – это пластик, который невозможно переработать. Переработать значит использовать еще раз. То есть из этого пластика невозможно что-то сделать второй раз. Поэтому я стараюсь не использовать такие маленькие пакетики. В-третьих, я стараюсь отказываться от одноразовых товаров. Отказаться значит говорить «нет». Или в нашем контексте не использовать. И одноразовый – это тот, который можно использовать только один раз. Итак, я отказываюсь от одноразовых товаров. Элементарный пример – это бутылка для воды или стаканчик для кофе. Стаканчик для кофе с собой. Понятно, что этот стаканчик одноразовый. Никто не будет пить кофе после вас. Ну а во-вторых, этот стаканчик, хоть он и кажется бумажным, он тоже не перерабатывается, потому что там комбинация бумаги и пластика, насколько я знаю. И в этом случае у меня всегда есть кружка для кофе с собой. Конечно, вы можете сказать, что такую кружку неудобно носить с собой, но вот у меня есть любимый экспонат моей экологической коллекции. Это вот такая складная кружка. Я могу просто положить ее в карман. И если я хочу купить кофе, то она превращается в кружку. И вот эта штучка надевается вот сюда, чтобы было не горячо. Вот так. Когда вы закончили пить кофе, она снова складывается вот так компактно. Очень удобно. Мне очень нравится. Кстати, это не реклама. Что еще? Ну вот, например, ватные диски, да, чтобы снимать макияж, или ватные палочки. Они, конечно, тоже одноразовые. У меня, к сожалению, они еще одноразовые, но я знаю, что можно купить или заказать в специальных магазинах многоразовые ватные диски, многоразовые палочки. И я собираюсь это сделать, когда закончу эту упаковку. Вот так. И последнее, что я делаю, это, в принципе, я стараюсь покупать меньше. Потому что на каждый товар, который мы используем, тратятся ресурсы. И поэтому чем дольше мы используем какую-то вещь, тем лучше. И, кстати, это также хорошо для вашего бюджета. Вот, например, в России люди очень часто ходят в супермаркет со своими сумками и рюкзаками. Но в большинстве случаев это не потому, что люди думают об экологии, а просто потому, что за пакет нужно платить. И да, это немного, но если каждый день мы платим немного за пакет, то
наверное, за год будет приличная сумма. Так что экологичный образ жизни помогает экономить. Ну вот, пожалуй, и все. Расскажите, что вы делаете для окружающей среды, для природы, для планеты. Давайте почитаем комментарии друг друга, и, возможно, у нас появятся новые экологичные привычки. Напомню еще раз, что PDF-документ с текстом этого видео, со всеми словами из этого видео, с переводом, будет на Патреоне. А если вы хотите поддержать мой канал и купить мне кофе экологично, без стаканчика, вы можете это сделать на coffee.com. Большое спасибо за просмотр. Еще раз с Днем Земли. До свидания.